Здравствуйте! Сегодня я вам покажу и расскажу, как связать вот такой узор. Он называется эстонская спираль, и чем-то он похож на интерлак. Вяжется этот узор по кругу. Вот шва нету. Можно использовать на носки. Вот я пятку связала. Только тут кое-что надо учесть. И вот вверху обвязала крючком. Вы можете спицами обвязать или тоже крючком. Данный узор можно применять на одежде, головных уборах. Для начала на дополнительную нить, вот это у нас нить, которая не нужна будет, мы ее потом отрежем. Будем набирать петли. Будем набирать 48 петель. Набираем следующим образом. В принципе, каждый набирает как ему удобно. Вот мы сделали одну петлю, зажали хвостик и затем просто делаем накиды. Нить перекручиваем, делаем петлю и набрасываем на спицу. Итак, мы должны набрать 48 петель. Набираем самостоятельно. После того, как мы набрали 48 петель, ну вот они, нитку можно отрезать. И теперь все эти петли разбрасываем на 4 спицы по 12 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. На следующую спицу тоже 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И на следующую спицу тоже 12 петель. После того, как мы раскидали по 12 петель на каждую спицу, вот эти хвосты давайте завяжем. Теперь берем нить того цвета, которым будем вязать. И один ряд провязываем лицевыми петлями.
И так вяжем по кругу. После того, как мы связали один ряд лицевыми петлями, вяжем второй ряд. Второй ряд вяжем следующим образом. 2 лицевые, 1, 2, накид, 2 лицевые и 2 петли вместе. Опять 2 лицевые, 1, 2, накид, 2 лицевые и 2 петли вместе лицевой. Две лицевые, 1, 2, накид, 2 лицевые и 2 петли вместе лицевой. Опять 2 лицевые, 1, 2, накид, 2 лицевые и 2 петли вместе лицевой. И так мы должны вязать по кругу. После того, как мы провязали первый основной ряд по кругу, вяжем второй ряд. Второй ряд вяжется точно так же, как и первый. То есть 2 лицевых, накид, 2 лицевые, 2 вместе. Опять 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой петлей. Две лицевые, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой, 2 лицевые, 1, 2, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой. И так вяжем по кругу. Итак, связали мы второй ряд основной. Вяжем третий ряд. Третий ряд вяжется точно так же, как первый и второй. То есть 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе. Опять 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе. Две лицевых, накид, 2 лицевых, 2 лицевой петлей вместе, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе. Итак, мы вяжем третий ряд тоже по кругу.
Вяжем 4-й основной ряд. 4-й ряд вяжется точно так же, как и предыдущие 3 ряда. То есть 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе. Две лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе. И так тоже вяжем по кругу. После того, как мы довязали 4-й ряд основной, то есть мы 1-й ряд не считаем, мы считаем только вот со следующей петли. Вот 1, 2, 3, 4. 4 ряда основного узора. Вот мы довязали, и чтобы нам не сбиться, где у нас начинается ряд, мы сюда поставим маркер. И теперь берем нить другого цвета. Вот у меня в данном случае зеленая. Красную мы не обрезаем, пусть она остается. И вяжем нитью зеленого цвета точно так же. 2 лицевые, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой петлей. Опять 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой петлей. Две лицевые, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой. И так мы должны вязать зеленым цветом по кругу 4 круга, 4 ряда. То есть вяжем 1, 2, 3 и 4. 4 ряда вяжем. Вяжем самостоятельно. Хочу обратить ваше внимание на то, что в каждом ряду, когда вы доходите до начала ряда, нитки вот эти перекручивайте. И опять продолжаете вязание. 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе. И так вяжем по кругу. Значит, не забывайте вот здесь нитки перекручивать. После того, как мы провязали 4 ряда зеленым цветом, вот можно ряды посчитать. 1,
2, 3, 4. Вы можете продолжать вязание красным цветом, а можете взять еще один цвет. Вот я возьму желтую нитку. И точно так же вяжем 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе. И так тоже вяжем 4 ряда по кругу. 1, 2, 3 и 4. После того, как вы свяжете 4 ряда, допустим, третьим цветом, переходите опять на красный, потом на зеленый и опять на желтый. Опять красный, зеленый, желтый. И в итоге у нас получается вот такой рисунок. В принципе, вязание совсем не сложное. Можно сказать, даже очень легкое. И очень красиво смотрится. После того, как провязали желтым цветом 4 ряда, 1, 2, 3, 4, берем опять нить красного цвета. И точно так же вяжем, как мы вязали ранее. То есть 2 лицевых накид, 2 лицевые, 2 вместе, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе. И так вяжем по кругу тоже 4 ряда. И вот у нас уже виден рисунок. Сейчас я еще красным цветом провяжу и покажу вам. Ну вот провязала я помимо красного еще зеленый и желтый цвет. И вот в итоге получаем такой узор. Вот один, вот другой. На что хочу обратить ваше внимание. Узор довольно-таки стянут, типа резинки. Поэтому, когда вы будете вязать носок, здесь видите, какая ширина, вы делаете расчет, исходя из этой части. И потом уже здесь будете набирать. Теперь по поводу того, что можно ли вязать вот эти квадратики, ромбики большего размера. Вот эти. Можно. Сейчас вам расскажу, как все это рассчитывается. Этот узор мы с вами вязали по следующей схеме. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе. Вот этот узор. То есть у нас раппорт получался 2, 4, 6. 6 петель. А рядов мы провязали 4. Вот 1, 2, 3, 4. То есть 2 умноженное на 2. 4 ряда. Если вы будете вязать большее количество петель, допустим, не на 2 петли, а допустим на 3, у вас будет следующим образом: 3 лицевых,
Опять пойдет накид. Опять 2 лицевые. И 2 петли вместе. И у вас раппорт будет 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель. И в 2 раза больше рядов. То есть 3 умноженное на 2. 6 рядов. Вот сюда в высоту будет не 4 ряда, а уже 6 рядов. Если вы на 5 будете вязать петель, 5 лицевых, опять же накид, 2 лицевые и 2 петли вместе. У вас раппорт будет 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель. И рядов у вас будет 5 умноженное на 2. 10 рядов. И давайте еще на 20 петель. Вот 20 петель вы возьмете. Опять же у вас будет 20 лицевых петель. Опять у вас пойдет далее накид. 2 лицевые также останутся. И также останутся 2 петли вместе. У вас раппорт будет 24 петли. И вязать вы будете 20 умноженное на 2, 40 рядов. То есть вот эта часть, она у вас будет постоянная. Ряды меняются в зависимости от количества лицевых петель, которых вы возьмете. А раппорт, вот это будет у нас раппорт. А это будут ряды. Раппорты у нас будут, то есть берем количество петель плюс 4 петли. Ничего сложного здесь нет. Так что размер вот этого узора можно варьировать. После того, как вы довяжете, вот эту нитку дополнительную, верхнюю, вы снимите на спицу. Вот так на спицу снимите. То есть выдерните эту нитку. Вот. И затем обвяжите. И затем обвяжите либо спицами по кругу, либо крючком. Вот как сделала я. Вот здесь крючком. И вот такой душевный узор у вас получится. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.